So I think we can get started. Мы можем начинать. And what I have done is I have created some case scenarios of children with problem behavior. Мы можем начинать, и я сегодня подготовила для вас несколько примеров, случаев, кейсов с детьми с проблемным поведением. But what I realize is that maybe we should also speak about how to just teach a new behavior to a child. Но еще очень важный момент, о котором нам стоит поговорить сегодня, это как обучить ребенка новому типу поведения. So what I thought is maybe do one of these or two of these and then see whether you want to present ideas about teaching and we can talk them through. И я бы хотела рассмотреть один-два случая, которые я подготовила, а потом перейти к вашим вопросам и, возможно, к вашим идеям, которыми вы хотите поделиться, именно по процессу обучения новым навыкам. So I wanted to start with this first child, Anton, who is 6 years old. Я бы хотела начать со случая Антона, 6-летнего мальчика. And he goes to school, but he is constantly crying when he's asked to do some work. Он ходит в школу, но он постоянно плачет, когда его заставляют делать какое-то задание. And he can't tell anybody why he's crying. Но при этом он не может объяснить, почему он плачет. And he's so upset he cannot focus on what is wrong. И он настолько расстроен, что он не может понять, что не так. So I wonder if people would want to identify what we should learn about Anton to analyze this problem. И я бы хотела, чтобы вы попытались понять, что важно знать об Антоне для того, чтобы проанализировать корень этой проблемы. Важно знать, что происходит перед тем, как он начинает плакать. We need to study the antecedents before he starts crying. That's absolutely right. That's absolutely Очень right. верно, прекрасно. And what information about Anton should we learn? И какая информация об Антоне нам нужна? Что мы должны узнать о нем? Уровень его умственных способностей, речевые навыки. I think that is absolutely right as well. We need to understand, is he understanding, is he able to solve problems just as other 6-year-olds, or is he delayed? Нам необходимо понять, может ли он решать проблемы так же, как другие 6-летние дети, его сверстники, или у него есть какое-то отставание. So maybe we administer the lighter international performance scale and we find that his intelligence is low average. Возможно, мы будем использовать вот эту шкалу Лейтера и обнаружим, что у него показатели ниже среднего. So another step then would be to identify how well he understands what is said to him. И второй шаг – это понять, что он действительно воспринимает и понимает из того, что ему говорится. Maybe we find out that he understands language at the level of a 3-year-old. Возможно, мы узнаем, что его понимание языка остается на уровне 3-летнего ребенка. And then we would also want to identify how well he is able to, well, we already know that he cannot express himself well. Мы уже знаем, что он плохо выражает свои мысли, свои эмоции. So we also would then identify antecedents. Потом мы, конечно, рассмотрим предшествующие обстоятельства, которые ведут к этому поведению. So if we define his behavior, his crying as the problem behavior, если мы определяем его плач как проблемное поведение, what other details about this crying should we learn? Какие еще детали об этом поведении конкретном, об этом плаче мы должны знать? Situation at home, conditions at home, intensity, duration.
Right, great, fabulous. Прекрасно. Последствия. Frequency, consequency. Frequency, yes, consequences, exactly. So you got it, you're right. Get it. Да, все верно, все так. And then is this, does he respond this way at home or only at school? Нам необходимо понять, реагирует он так только в школе или дома тоже. We could try to identify whether any stimuli in the room are bothering him. Мы должны понять, возможно, в комнате есть какие-то стимулы, которые его раздражают, которые способствуют такому поведению. Perhaps it's too noisy for him. Может быть, слишком шумно в комнате. So that would be important to understand. И это очень важно понять. But if we know that he understands language at the level of a 3-year-old, this would help us to understand. He may not understand what the teacher is asking him to do. И если мы узнаем, что он воспринимает речь как 3-летний ребенок, мы можем сделать вывод о том, что он расстраивается от того, что он не может понять, что его спрашивает учитель, какое задание дает ему учитель. So he may be confused but not know how to ask for help. Возможно, он в замешательстве, он растерян, но при этом не знает, как попросить о помощи. Maybe he understands the request from the teacher, but he can't do the work. Может быть, он может попросить учителя о помощи, но он не знает, как выполнить задание, как сделать эту работу. And he doesn't know how to tell the teacher he's not able to do the work. И он не может сказать учителю, что он не может выполнить это задание. Or maybe he's just unhappy because he's being asked to work instead of play. А может быть, его расстраивает то, что его заставляют работать и не дают ему играть. So perhaps he doesn't understand that he could work first and then have time to play. Возможно, в таком случае ему важно дать понять, что он сначала должен выполнить задание, а потом у него будет время поиграть. So does anyone have a thought about how we might help Anton? Есть ли сейчас у кого-нибудь предположение о том, как мы можем помочь Антону справиться? Oh, I know you know. Вы прекрасно знаете. First we have to find an enforcer for him. В первую очередь мы должны найти ему поощрение, которое действует на него. Yeah. So we can find out what kinds of things he likes. Мы должны узнать о его предпочтениях, что он любит. And we can perhaps guess that he doesn't understand the instructions. Мы можем предсказать, что он не понимает инструкции. So perhaps we will do a visual schedule so that he understands what are the tasks he must do. Для этого нужно подготовить визуальные материалы для того, чтобы он понимал, какие конкретно ему нужно выполнить задания. But of course we have to make sure that he understands what a visual schedule represents. Но в таком случае мы должны убедиться, что он понимает вот это вот и правильно воспринимает это расписание, которое мы готовим для него. But once a child understands the use of a visual schedule, then you can use it in different environments. Но как только вы убедились в том, что ребенок понимает и правильно воспринимает это визуальное расписание, то вы можете использовать его в разных условиях, в разных средах. So perhaps he's motivated by playing in the playground, going on a swing or jumping on a trampoline. Возможно, для него лучшим поощрением являются игры во дворе, где он может покачаться на качелях, попрыгать на батуте. So perhaps we will create a visual schedule with the simple steps of the task and then a final picture of the trampoline and the swing. И, возможно, нам стоит таким образом организовать расписание, чтобы он видел, что нужно сделать вот несколько простых заданий, и потом он сможет покачаться и попрыгать на батуте. In the beginning, we will reward him even if he works at the table once he understands for just a minute, 1 minute. И поначалу мы будем поощрять его за то, что он сидит и работает за столом, даже если он это делает всего лишь в течение минуты. And if he is successful for a very short duration, we will reward him with time on the swing and also social praise. И если он выполняет задание даже в течение
короткого периода времени мы поощрим его и покачаем на качели и похвалим его. But what if this, then we would increase the time, we would expect him to work slowly. Но постепенно мы будем увеличивать период времени, который он должен работать. But and give him decrease the frequency of the reward. И сократим частоту применения поощрения. But what if we were doing all this and he still was screaming and crying? Но что делать, если мы все это делаем постепенно, а его вот плач и расстройство не прекращается? Is there? Does anyone have a thought about what we might try next? Что делать в таком случае? Ваши идеи? Может быть, нам попробовать поменять среду, ну то есть поменять большее количество стимулов, например, попробовать учить его в другом месте. Maybe we should change the environment, change the stimuli that he or she receives, change the setting. Yes, I mean we could change the environment. Maybe move him to an area that is not very noisy, if we think that's a problem. Да, действительно, мы можем поменять среду, можем в другой среде менее шумной заниматься с ним, если в этом причина. Or if we have some evidence that he is distracted and can't concentrate, we should reduce the distractions in where he's learning. И действительно, если мы знаем, что какие-то конкретные вещи его отвлекают, то мы должны устранить эти вещи, чтобы он смог сконцентрироваться. And maybe this helps a little bit, but he is still screaming when he's given work. Это может помочь действительно, но он может продолжить кричать, как только его заставляют делать задание. So perhaps we think now his intelligence is a little bit low average. Maybe the work he is being asked to do is too difficult for him. В таком случае мы можем предположить, что его умственное развитие чуть ниже среднего, и те задания, которые мы ему даем, слишком сложные для него, он не может их выполнить. So maybe we can then start him with tasks that we know he already knows how to do. В таком случае нам стоит начать с заданий, которые он уже умеет выполнять. So that we will help him feel comfortable with doing a task and then getting a reward. Для того, чтобы он почувствовал себя уверенно и комфортно, когда он может выполнить задание, и потом получить поощрение за это. So maybe we then present him with So perhaps we do this and he seems calmer. Если, предположим, мы это сделали, и он выглядит более спокойно, then we might hypothesize that he has been overwhelmed by the level of difficulty of the work. В таком случае мы можем сделать предположение, что его смутило, его расстроила сложность заданий, которые ему давались. But of course he has to learn new things. Но при этом, конечно, он должен овладевать новыми навыками и учить новые вещи. So we might introduce one new thing that is more difficult, along with many things he already can do well. Поэтому нам нужно сочетать новые моменты, которые мы вводим, образовательные моменты, с теми навыками, с теми умениями, которыми он уже обладает. And we perhaps praise him for just trying this new task, even if he can't be successful. И нам необходимо хвалить его за то, что он даже просто пытается выполнить эти новые сложные задания, даже если он не очень успешно их выполняет. We also will want to, if we think that the problem is that things have been too difficult for him, we might want to try to teach him how to say, this is hard. И если нам кажется, что какие-то вещи для него слишком сложны, мы должны обучить его выражать это, говорить, это слишком сложно для меня, показывать это. So perhaps every time we ask him to do something new and he struggles a little bit, we use the phrase, this is hard, and he learns to say that when things are hard. И
допустим, когда мы даем ему какие-то новые задания, которые для него оказываются слишком сложными, мы повторяем одну и ту же фразу. Это сложно. И тогда ребенок ее запоминает и начинает ее воспроизводить, когда он вновь сталкивается с каким-то сложным заданием. And so then we adjust the pace of our instruction so that he does not become tremendously distressed. И нам нужно замедлиться и замедлить темп инструкций, темп, с которым мы даем ему инструкции, для того, чтобы он не расстраивался. And if he's really freaking out, then we go back to many things he can do well to help him calm himself at any one time. И если вдруг он впадает в буйство и закатывает истерику, то мы возвращаемся к тем вещам, которые он уже умеет делать, и таким образом его успокаиваем. We could also teach him to say that I need a break, I need a rest. Кроме того, мы должны обучить его просить сделать перерыв, чтобы отдохнуть. But we will have to help him understand he can take a rest, but he must go back and try again. Но при этом мы должны дать ему понять очень четко, что он может отдохнуть немножко, но потом он должен вернуться к занятиям и выполнить задание. All these things are done by breaking his behavior down into little steps. Это все достигается путем разбиения его поведения на маленькие шажки. And reinforcing him when he learns what we want him to learn, each step. И он обучается, когда мы постепенно двигаемся по этим, постепенно двигаемся в соответствии с этими шажками. Мы используем в данном случае в описанной последовательности подсказки, начиная с физической помощи и заканчивая самой маленькой подсказкой. Do we use prompts in the sequence of steps, starting from physical help and up to the slightest prompts? I think that you could use prompts if those were required to get him to engage in a step. Конечно, если вы считаете необходимым использовать подсказки для того, чтобы он начал действие, то тогда, безусловно, это стоит использовать. A lot of judgment is required to decide how to approach the problem based on the individual child. И очень важно выработать индивидуальный подход к ребенку в соответствии с нуждами этого ребенка. And fortunately, parents know their children very well, and that's why they're a great resource for understanding what is wrong. И, к счастью, родители прекрасно знают своих детей, и поэтому они являются тем важным ресурсом, который может вам дать представление о том, что не так. I did another picture of a little boy named Ivan. Еще одна картинка маленького мальчика, которого зовут Иван. I have met Ivan 100 times at least. С Иваном я встречалась раз 100. So Ivan, he insists on holding toys in his hands. Иван все время держит игрушки в руках. And he will only play with toys that he likes and nothing else. И он играет только с теми игрушками, которые ему нравятся, и больше ни с чем. He will not sit at the table with the adult or sit on the floor with one-to-one with an adult. Он не отказывается сидеть один на один со взрослым за столом или на полу. And he will hit and kick and bite when he's asked to do things he doesn't want to do. И он дерется, и пинается, и кусается, если его заставляют делать то, что он не хочет. So at his preschool, they let him do whatever he wants. В детский сад, куда он ходит, ему разрешается делать все, что угодно. And we find this in the United States sometimes. И это довольно иногда встречается такая позиция, такая ситуация в США. That Ivan is perfectly happy as long as he can do whatever he wants. Иван абсолютно всем доволен до тех пор, пока он делает то, что он хочет. And the teachers are perfectly happy to let him do whatever he wants. Воспитатели позволяют ему делать то, что он хочет. In this, sometimes teachers don't know what to do. И иногда воспитатели и учителя не знают, что делать. And other time preschool teachers, it doesn't matter that much to them. А в других случаях это, в принципе, не очень волнует. But in this situation, Ivan's behavior should be modified now.
Но очень важно изменить поведение Ивана именно сейчас. before he's 16 years old and weighs 150 pounds, 70 kilos. Перед тем, как он повзрослеет, ему будет 16, и он будет весить 60 килограмм. So 70. in this situation, perhaps we administer a developmental test for Ivan to check his problem-solving ability. И в таком случае мы используем тест на развитие и проверяем умение Ивана справляться с заданиями. And we find that he is extremely bright. И мы обнаружили, что он очень талантливый. Then perhaps we try to understand his language ability. Потом мы проверили его речевые навыки. We find that he expresses himself and understands at the level of a 3-year-old. И мы обнаруживаем, что он выражает свои мысли и понимает то, что ему говорят, на уровне 3-летнего ребенка. Or even a 2 or 2.5-year-old. Или на уровне 2-летнего даже скорее, или 2,5 года. So he is in preschool, but he behaves like a toddler. То есть он в подготовительном классе, но при этом он воспринимает речь как совсем еще маленький ребенок. So with Ivan, he will not sit at the table and do what the adult wants him to do. В случае Ивана он отказывается сидеть за столом и выполнять задания, которые просит сделать взрослый. But we know that toddlers are at a point where they want to follow their own agenda. Но мы знаем прекрасно, что дети маленького возраста, младенческого возраста, все время хотят делать только то, что они, в общем-то, придумали себе. And many toddlers get very angry when their parents insist that the parent is in charge. И маленьких детей очень злит, когда родители стараются навязать им свою волю. For a typical child, as a toddler, this is a developmental task for them to learn to behave. Для обычно развивающихся детей это просто задание, с которым они должны справиться и научиться вести себя. But Ivan has not mastered this task, even though he's grown older. Но Иван так и не овладел этим видом поведения, несмотря на то, что он уже вырос из него. He's also been very successful using aggression to get everybody to leave him alone. Кроме того, он очень успешно применяет агрессию для того, чтобы все от него отстали. So why should he change it? Поэтому у него нет причин изменять It's working такое for him. поведение. У него все прекрасно работает. So we know his language comprehension is at a 2.5-year level. The other thing that I mentioned earlier is thinking about executive functioning, organization, planning, restraining your impulses, having good judgment. Мы уже выяснили, что восприятие речи у Ивана на уровне ребенка 2,5 лет. Еще я вам говорила об очень важном аспекте исполнительном функционировании, то есть умение планировать, умение выносить суждения, умение распоряжаться временем. But we don't expect a 2.5-year-old to have any effective executive functioning. Но от 2,5-летнего ребенка мы никогда не ждем вот этого высокоразвитого уровня функционирования. Executive functioning skills actually continue to develop throughout childhood and into teenage years. Исполнительное функционирование и навыки исполнительного функционирования продолжают развиваться вместе с тем, как ребенок взрослеет, с детского возраста и до подросткового возраста. And the most recent research shows that these skills are only completely refined in young adulthood. И последние исследования показывают, что такие навыки заканчивают формироваться только уже во взрослом возрасте, молодом взрослом возрасте. In the past, people thought that by the early teenage years, executive functioning skills were in place. До этого ученые считали, что к началу подросткового возраста эти навыки уже полностью развиты. But this is because teenagers developed an ability to restrain their impulses.
Это связано с тем, что подростки умеют контролировать свое импульсивное поведение, свои желания. Or to wait Или for ждать. something. However, if we think of executive functioning skills broadly, we think of insight and judgment as executive functioning skills. Но если мы рассматриваем вот это функционирование в целом, то сюда входит и умение выносить суждения, и внутреннее понимание, и восприятие, правильное восприятие ситуации, трактовка. But we know that teenagers can have poor judgment and no insight into their own behavior. И мы сталкиваемся с тем, что подростки недостаточно хорошо и недостаточно правильно могут судить и правильно воспринимать и интерпретировать свое поведение. So, in the situation of this child, how do we address the problem of aggression? В случае с этим ребенком, как нам справиться с агрессивным поведением? Yeah, yeah. Это ваши идеи. If you wanna. Как нам справиться с агрессией в случае Ивана? This is We shouldn't get along with this aggression. we shouldn't get along. We shouldn't Tolerate it. Yeah, we shouldn't tolerate. This is absolutely correct. Да, мы не должны поддаваться. This has to be corrected quickly. This has to be corrected as quickly as possible. Это поведение, вид поведения должен быть как можно быстрее скорректирован. But just like a typical child, it may take some time. Но и как в случае с другими детьми, это может занять некоторое время. Визуальное расписание вести для него. Visual schedule. Что вы хотели сказать? Если он предпочитает заниматься только тем, что ему нравится, возможно, имеет смысл разработать такую программу, которая ему действительно понравится. Это слишком сложно, может быть, в некоторых случаях, но если такого ребенка по-настоящему заинтересовать, он талантлив, он может демонстрировать впечатляющие успехи. Maybe we should think of a program that would interest him, really interest and motivate him, because he is a bright child, and if we find the right motivation, he can show brilliant results. I think I think that's correct to find the things that motivate him. Да, действительно очень важно найти вещи, которые его действительно интересуют и мотивируют. But I don't think we have to find an interesting program of learning for him, if that's what she means. Но мне кажется, составлять специально программу, которая состоит только из вещей, которые его интересуют, не совсем верно. Because even though he may get interested in things, we need him to pay attention even when things are boring. Потому что при том, что он может действительно интересоваться какими-то вещами, нам нужно как раз научить его обращать внимание на все вещи, даже те, которые кажутся ему очень скучными. So the task here is that, I'm sorry. Стимулы надо определить для него, что будет стимулом для выполнения. We need to define stimuli for him, stimuli and positive reinforcement. Mm-hmm. We need to identify reinforcement. We also need to think, we need to confirm that he's using this aggressive behavior to escape when people are trying to intervene with him. Конечно, действительно, нам нужно найти положительные стимулы и положительный способ поощрения, но при этом нам очень важно понять, зачем он прибегает к этому агрессивному поведению. Делает ли он это для того, чтобы избежать общения и взаимодействия с людьми? He has to learn that the children follow adult instructions whether they like to or not. Он должен научиться тому, что дети должны слушаться старших, независимо от того, хочется им этого или нет. And many things that we teach can be boring, but you have to learn them anyway. И многие вещи, которые мы изучаем, которым мы обучаем, могут казаться скучными, неинтересными, но необходимо их освоить. So I am not as concerned with what we are teaching him, but the fact that he needs to learn to behave. И меня интересуют не столько те предметы, которым мы хотим его обучить, те вещи, которые мы хотим ему дать, сколько научить его вести себя правильно. So this boy
he likes to hold toys from home. Этот мальчик любит приносить с собой игрушки из дома и сидеть и держать их. So perhaps we could shape his behavior with a teacher by rewarding him, by allowing him to hold a toy when he does what we ask. Возможно, мы можем приучить его к тому, чтобы он правильно себя вел, и за это мы ему разрешали подержать игрушку. We may use a visual strategy to help him understand that he has a limited time to hold the toy. Мы можем использовать визуальные материалы для того, чтобы дать ему понять, что время, когда он может держать игрушку, ограничено. And that there are times when he cannot hold the toy and he must work. И есть моменты, когда ему нельзя держать игрушку, и он должен работать, выполнять задания. У меня такой вопрос. Вы говорите, ограничить время, когда он будет держать игрушку. А как у него отобрали эту игрушку, когда вы дали бы ему держать? So you are talking about restricting time when Ivan can hold the toy. Right, but how do we get it back from him when we gave it to him to hold? Well, this is, he's 4. So there are different ways to do this, but I will give you one example that I know. Это действительно непростой вопрос, но есть несколько способов это сделать, и я вам приведу пример, который я знаю. He can have 2 cards, a green card and a red card. У него могут быть 2 карточки, зеленая и красная. And these are visual aids for him. И это визуальная поддержка, визуальный материал для него. When he is holding, when the green card is on the table, he plays with the toy. Когда на столе зеленая карточка, он играет с игрушкой. And when the red card goes on the table, he has to give the toy back. А когда мы выкладываем красную карточку, то он должен отдать игрушку. And I know this sounds terrible, but he's 4. I would pry the toy out of his hand. И хоть это звучит ужасно, но я отберу у него игрушку. Because I don't know how else to get it. Потому что иначе я не знаю, как еще ее вернуть, как еще ее отобрать. And I'm sure that would provoke more aggression initially. И я согласна с тем, что поначалу это вызовет еще большую агрессию. But then I would say, do you want green? Do you want green? Do you want the toy? And put the green card out. Do you want the truck? Do you want the truck? И потом я его буду спрашивать, ты хочешь игрушку, ты хочешь подержать игрушку, и выкладывать зеленую карточку, чтобы... So I would start by teaching him the association between the truck, the toy, and the green and red. Чтобы выработать у него вот эту взаимосвязь между зелеными карточками, игрушкой и красной карточкой. And I would start by letting him play for longer periods and take the truck away for short periods of time. И я начну с того, что буду разрешать ему играть с игрушкой подольше и забирать ненадолго игрушку. I just lost what I was going to say. It was something length of time. What we want here is for this little boy to calm down during the red time. И мы хотим добиться того, чтобы во время того, как красная карточка на столе, ребенок успокоился. And we also can try to teach him how to request the truck with a gesture or a sound or a word. Мы также можем научить ребенка просить машинку, просить этот грузовик с помощью слова или с помощью жеста. And then when he makes the request, we have to try to always ratify his request, acknowledge his request and respond to it. И каждый раз, когда он просит машинку, мы должны поддержать вот это его желание и умение просить и, соответственно, поощрять его. But of course, we cannot allow Ivan to control how the learning goes. Но, конечно, здесь очень важно не дать Ивану почувствовать, что он контролирует процесс обучения. It might take a child like Ivan months to learn just to come into the classroom, let go of the truck, learn, and then have the truck again. It might take months to learn that.
И в случае Ивана может потребоваться несколько месяцев для того, чтобы просто научиться приходить в класс, отдавать машинку и заниматься каким-то делом. But the thing is, it's okay because if he doesn't learn this, he's never going to learn anything else. Но абсолютно нормально тратить столько времени на это, потому что если мы не обучим его вот этому, то он никогда ничему не сможет обучиться. Now, when he is being aggressive, we would remove him from, we would try to separate him from other children or adults. Если он демонстрирует агрессивное поведение, то мы его изолируем от других детей и взрослых. Perhaps there would be a mat on the floor in a corner space where he could be. Например, мы используем мат, и на этот мат мы его сажаем в такие моменты. But there is nothing to do there. There are no toys. There's nothing to play with. Но там больше ничего нет, никаких игрушек, ничего. So maybe he sits there, an adult will help him to calm himself down. И он может там сидеть, и взрослый ему помогает успокоиться. And he learns that as soon as he calms down, he can have his truck for a few minutes. И он учится тому, что как только он успокаивается, он может пойти и поиграть со своим грузовиком. It's all a balance, and it's all child by child, individual child. Это очень сложный баланс, который необходимо найти, и каждый ребенок индивидуален, и нам нужно учитывать это. А разве не может произойти такое новое обучение, что он будет получать внимание вместо игрушки на мате, когда взрослые его учат успокаивать? И тем самым это закрепит у него еще больше Is there any possibility that he will learn a new type of behavior when he gets a lot of attention from a grown-up, when he's sitting on the mat and a grown-up is trying to calm him down, and this will strengthen the behavior, bad behavior, and which is reinforced by attention. I think that is very possible, and it's something to watch out for. Да, это возможно, и этого действительно стоит остерегаться и осторожно за этим наблюдать, чтобы такого не произошло. So you would have to figure out how to keep him safe on his mat, but not give him a lot of attention. Поэтому очень важно найти этот баланс, научиться его заставлять сидеть на этом мате, но при этом не обращать на него слишком много внимания. I have a friend. Oh, go ahead. А можем мы пойти вообще не по пути наказания, а по пути усиления альтернативного поведения? Ну, скажем, для начала я могу быть для него таким положительным стимулом какое-то время, ну, к которому он захочет идти, просто играя с ним. И потом усиливать его поведение за столом, даже если он сидит 1 минуту, 50 секунд. Уже за это его подкреплять этим грузовиком. И потом увеличивать время. Так я поэтому говорю, что для начала это должна стать положительным стимулом. Can we avoid negative behavior or negative reinforcement at all? Can we avoid this match? But I will be a strong positive reinforcement for him, not just by playing with him. And at first we will reinforce Ivan with playing with me if he stays at the table for only a minute or so. Yeah. And then we'll gradually increase the amount. You absolutely could do that if Ivan liked playing with you. Абсолютно хорошо это применимо, если Ивану нравится с вами играть. But if he doesn't care about playing with you, но если он не хочет с вами играть, if he doesn't care about playing with you, then you can't use that. И если это ему безразлично и он не хочет с вами играть, то вы не сможете это использовать. But I would try that first, of course. Но, конечно, это был мой первый выбор и мое первое решение в такой ситуации. I have a friend who encounters this in her work as a teacher with preschoolers.
Одна из моих знакомых, коллег, она использует это в работе с детьми в подготовительной школе. And what she does is, while one adult keeps the child safe on the mat, she takes out a very exciting, flashing, noisy toy and sits down nearby with another child. И она использует такой прием. В то время как один взрослый следит за тем, чтобы плохо ведущие себя дети сидели на мате, она достает очень яркую, светящуюся такую музыкальную игрушку, садится с ней напротив и играет в эту игрушку с другим ребенком. And she is very loud about how much fun it is and how great it is to touch the toy. И она очень громко и эмоционально выражает свое удовольствие от игры с этой игрушкой. And then the child sometimes will calm down and sit up and watch. И некоторые дети успокаиваются, подходят и смотрят. And then the child may express a desire to play with the toy. И потом ребенок может выразить желание поиграть с игрушкой. So maybe she will then let him play for a minute. И она после этого разрешает ему поиграть с этой игрушкой минутку. Before he starts to work. Перед тем, как он начинает снова выполнять задание. Or maybe she will insist that he finish the task he was asked to do earlier, before he plays with the toy. Или иногда она просит его закончить то задание, которое он уже начал, но не завершил, перед тем, как он сможет поиграть с этой игрушкой. These children are smart, but I guarantee you are smarter. Эти дети очень умные, но я уверена, что вы все умнее. Let us try another one. Should we try another one? Давайте еще один случай рассмотрим. А можно вопрос? Это настоящие дети на фотографии? Are they real kids in the picture? No, I took them from the internet. Нет, картинки взяты из интернета. They're not real. I made the stories up. Я придумала историю. This is a very smart Alexander. He wants to be alone at school. Это очень способный мальчик Александр, ему 13 лет, и он хочет быть один и учиться один в школе. He wants to use only his cell phone and computer for games only all the time. Он хочет только играть на телефоне и на компьютере в компьютерные игры. And he might run away from the classroom. И он может убежать из класса. So, of course, we have to understand what his problem-solving ability is. Конечно, в первую очередь нам нужно понять его уровень способности решения проблемы и задачи. And I would also want to understand how much language he understands and what he can express. И, конечно, также очень важно понять его уровень восприятия, понимания речи и то, что он может выразить. He is impulsive when he runs away from the classroom. Он демонстрирует импульсивное поведение, когда он побегает из класса. Perhaps it's important to understand if he's impulsive in other situations as well. Поэтому очень важно понять, импульсивно ли он действует в других условиях. Because this will help us understand whether impulsivity is a general problem or is specific to this situation. И таким образом мы сможем понять, является ли эта импульсивность общей проблемой или это является специфической реакцией на данные условия. And then, of course, we have to dissect the problem. И после этого нам нужно разделить и расчленить эту проблему. Is it a certain time of day? Is it a certain class? И происходит ли это в определенное время дня, во время определенных занятий? Maybe he hates the teacher. Maybe the teacher is mean to him. Может быть, он не любит учителя, или учитель себя некорректно ведет по отношению к нему. Maybe the other boys are teasing him, but the teacher can't see it. Может быть, мальчики другие его дразнят, а учитель этого не видит, не замечает. Maybe he is very anxious when he interacts with other people. Может быть, он впадает в тревожное состояние при общении с другими людьми. And so the only thing that is relaxing is electronics. И единственное, что его может успокоить, это различные приборы. So this is the way we would dissect the problem, of course.
это то, как мы в первую очередь будем исследовать эту проблему. And then we think, why is he using, why is so perhaps his motivation is that he is escaping things he doesn't like. Нам важно понять его мотивацию. Пытается ли он избежать тех вещей, которые ему не нравятся? And also going to a preferred activity, getting a tangible reward, like it's a preferred activity. И переходить к тому занятию, которое ему больше всего нравится, к любимому занятию. So once again, I think we would decide what is the priority here, what problem is the priority to address. И нам необходимо расставить приоритеты в этом проблемном поведении. Что является самым первым, самым главным? And in this situation, I would address the running away because you don't know what will happen. И в данном случае я бы в первую очередь устранила проблемное поведение, когда он убегает из класса, потому что в этой ситуации его невозможно контролировать, непонятно, что случится. So if he is in the 8th grade in a regular classroom, what would we first do to find out about the running away from school? И если он в 8 классе обычной школы учится, что первое мы должны знать, если он убегает из класса? Where does he go? Where does he go? That's a great idea. Maybe he goes to the computer room at the school. Может быть, он идет в класс с компьютерами. Что происходит в течение, например, 10 минут до того, как он убегает? What happens 10 minutes before he runs out of the room? I would also ask him why he's running away. И я бы его спросила, почему он убегает. But sometimes children with autism, even bright verbal children, don't know why. Don't really know why. И очень часто дети с аутизмом, даже очень способные, талантливые, с хорошо развитыми речевыми навыками, не могут сформулировать, почему они что-то делают. So you might have to think of different options and suggest these options to see if he can choose the one that seems right. И поэтому вы можете составить список вариантов, почему он это делает, причин, чтобы ребенок мог выбрать из этого списка наиболее подходящий вариант. So for him, you want him to learn the language, to learn to communicate, to express to you why he is distressed. И тем самым вы хотите его научить выражать причины, почему он расстраивается, объяснять вам, что случилось. Maybe he runs to the bathroom because he was afraid to go and all the other boys were in there. Может быть, он убегает в туалет, потому что на перемене он не мог этого сделать, потому что там были другие мальчики. So it takes a lot of work to figure out what the problem is. Поэтому требуется много времени, много работы для того, чтобы понять, в чем причина. I think. Oh, go ahead. Извините, конечно, что я опять перебиваю вас. Вот у меня такой вопрос. А если действительно выяснилось, что он убегает с урока, потому что ему не нравится этот учитель, что нужно сделать? Мы же не можем поменять учителя ради этого ученика. Sorry for interrupting No, it's again. great. I have a question. What if we find that he really doesn't like the teacher, and that's why he runs away from the class? What should we do, and what can we do in this case? Because we cannot change the teacher because of one person, of one child who doesn't like the teacher. This sometimes happens in the United States, and sometimes the school, the principal will allow the child to change to a different classroom. Это иногда случается в США, и в некоторых случаях директор школы может разрешить ученику посещать другой урок с другим учителем. But I think that for most of the time we would work with the teacher to see what could be done to help improve the relationship. Но в большинстве случаев мы будем работать с учителем для того, чтобы добиться улучшений и для того, чтобы понять, что можно сделать для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом улучшить. Maybe he misunderstands the teacher's intentions.
Может быть, он неправильно трактует намерение учителя. Or maybe she is not kind to him. А может быть, она как-то не слишком добро к нему относится. In the U.S., if we thought the teacher was not kind, we would talk to the teacher's boss. Если в США, если вдруг нам кажется, что учитель недостаточно добр по отношению к ученику, то мы разговариваем с непосредственным начальством. And the boss would tell the teacher to straighten up. И в таком случае начальство предпринимает соответствующие меры для того, чтобы учитель изменил свою тактику поведения. Можно ли поощрить, очень-очень сильно поощрить ребенка за то, что он потерпел и посидел на этом уроке? Нам все многие люди не нравятся, но нам в жизни нужно этот навык перетерпеть этот период общения с этим человеком. Как-то спокойно, но потом получить очень большое поощрение. Может ли это помочь? Can we strongly reinforce the child for tolerating the teacher, for sitting at this class and waiting? Because in real life we often encounter people that we don't really like, but we have to communicate with them. So can strong reinforcement be a solution in this case? I think that would be the goal. Это основная цель. Because you are absolutely right. This is a problem that we all encounter all the time. Это действительно проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся в реальной жизни. It's hard for children, but they must learn it over time. So yes. Это тяжело, конечно, для детей, но они должны к этому привыкать. We can't have a child who picks and chooses all his teachers. Мы не можем допустить, чтобы ребенок сам выбирал и постоянно менял учителей. Мне кажется, здесь вообще проблема изначально в том, чтобы дать возможность, дать ребенку инструмент социально приемлемым способом, в принципе, рассказать о своей проблеме. С учителем, с другим, потому что убегание по факту – это его способ сказать, что у меня проблема. So, the core of this problem, in my opinion, is to provide a child with a socially appropriate instrument to express his or her attitude, to express his or her emotions. Because when he runs away from a class, this is a sign that of his emotions. That's right. He's trying to communicate about the way he feels. I think that's absolutely correct. Да, это именно так. Вы абсолютно правы. And my friend says, always says, behavior is communication. И моя коллега, мой друг говорит, что поведение – это и есть способ коммуникации. So I think that's exactly right. Это абсолютно верно. And the more tools we can give him, the more we can work to improve this problem. И чем больше мы предоставим вот этих социально приемлемых инструментов, тем лучше. A thought just occurred to me. If you had someone who is technologically very good, very adept. И если вы работаете с ребенком, который очень хорошо обращается с технологиями, you could program it so that he can play games only after 3 in the afternoon. Вы можете запрограммировать все таким образом, что он сможет играть в игры только после всех уроков, там, в 3 часа дня. If the cell phone was the problem. Если проблемой является телефон, например. But I think, again, it has to be very individual to each child and their situation. Но это очень индивидуально, и все зависит от конкретной ситуации, от конкретного ребенка. I prepared 2 more case studies. Should we continue or should we talk about how to teach a new skill? У меня есть еще 2 примера, но перед этим я вас хотела спросить, продолжим ли мы рассказывать? So this is a girl who is 6 years old. Девочка 6 лет. And she wants to play with the other children. И она хочет играть с другими детьми. But she gets too close to them. She's right in their face. Но она слишком близко к ним подходит.
And then she touches other children. И она постоянно трогает. She touches their hair, she wants to touch their clothing. Она трогает их волосы, одежду. And she wants to touch their possessions. И она хочет трогать их игрушки. She will grab and touch. She doesn't know that she shouldn't do this. Она все хватает, трогает, и она не понимает, что она не должна этого делать. So maybe you can tell her this once, but she doesn't understand it, so she doesn't obey over time. She doesn't continue to stop. И один раз вы ей сделали замечание, но она действительно его не понимает, и через какое-то время она снова продолжает это делать. So of course, first we try to understand her problem-solving ability, how well she can think. И в первую очередь мы должны оценить уровень ее умственного развития. Because we are going to try to teach her some social rules. Потому что мы пытаемся научить ее социальным правилам поведения. And we will know what strategy is best for teaching when we know how well she thinks. И мы можем наиболее адекватно выбрать стратегию, когда знаем ее умственные способности. So perhaps her IQ is low average, not below, but low average. Может быть, ее IQ средняя, ну вот не ниже среднего, а на грани. And then we assess her language, and we find out that she can speak almost as well as the other children. И мы оцениваем ее речевые навыки и понимаем, что она говорит практически так же, как ее сверстники. But she's understanding at a lower level. Но понимание ее находится на более низком уровне. So we can guess that perhaps when she's near other children, she wants to be friends but doesn't know what they are saying to her. И когда она находится в окружении других детей, она хочет установить с ними контакт, она хочет с ними подружиться, но не понимает, что они ей говорят. And if she's touching another little girl's braid and the little girl turns to her and says, "Stop touching my braid," she doesn't understand the language, but she's glad for the attention. И когда она трогает косичку другой девочки, и девочка поворачивается и говорит: "Не надо трогать мою косичку", она не понимает, что ей говорят, но ей очень нравится это внимание, которое эта девочка оказывает ей. So she feels this is successful because she feels she has made a friend. И поэтому ей кажется, что она все сделала правильно, потому что она уже подружилась с этой девочкой. So then we would assess her motivation, and we would say, is she touching because she enjoys the sensory contact? И нам нужно оценить ее мотивацию, понять ее мотивацию. Трогает ли она детей, потому что ей нравятся вот эти вот осязательные ощущения? Or is she touching for the attention? Или она пытается привлечь внимание? There might be other reasons why she's doing this. Ну, могут быть и другие причины, по которым она это делает. So then once again you have to say how frequently, for how long, how intense is it, how persistent is she? И вам необходимо оценить, как часто она это делает, как долго она это делает, насколько интенсивно, насколько она настойчива в том, что она делает. Does this happen only when she's tired? Does it happen at school, but also on the playground? Когда это происходит? Это происходит только когда она устала, или когда она на занятиях, или когда она во дворе. Maybe she touches only children who have spoken to her. Может быть, она трогает только детей, которые с ней уже поговорили. So now we are glad that she has some social motivation. И у нее есть уже социальная мотивация. And we're glad she has social motivation, but now we want to shape her behavior to support making good connections with other children. Это очень хорошо, мы очень радуемся тому факту, что у нее есть социальная мотивация, но сейчас нам нужно скорректировать ее поведение для того, чтобы оно было социально приемлемым, для того, чтобы она действительно установила взаимодействие с детьми. But we know that we already know that she doesn't pay attention when adults say don't touch, don't touch, don't touch. Мы уже знаем, что она не реагирует, когда взрослый говорит «не трогай». So she needs reminders. Поэтому ей нужны напоминания об этом. Maybe visual reminders, maybe visual cues.
Возможно, какие-то визуальные материалы, картинки, на которых она будет видеть. Подсказки. Perhaps it would help to have a picture of this little girl standing next to a friend and having an arrow show the distance, that there's distance between them, arm's length. Возможно, может помочь такая картинка. Две девочки изображены, и они стоят на небольшом расстоянии друг от друга. И между ними нарисована стрелочка, которая показывает, что здесь есть расстояние. И они стоят друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Я знаю реальную такую ситуацию вот здесь, и проблема в том, что непонятно, как сделать эти картинки в окружении класса. Вот есть класс, там 20 детишек занимается, одна из девочек вешается на участника класса. Как организовать эти картинки, чтобы они были... I know a real situation like this. There is a classroom with 20 children, and a girl is behaves like that, and she really gets close to someone and stands close. And how can we arrange the pictures, these pictures, so that she could see them? How do we arrange the setting so that these pictures remind her what she shouldn't do? I think that it depends on her age. Это зависит очень сильно от возраста. First year. First year, but I think that the teacher and perhaps another adult would have to have the picture with them. Эти картинки должны быть у учителя. And they would perhaps in a United States classroom, we would have an adult as an aide to the teacher. Обычно у нас в классах присутствуют помощники, взрослые помощники учителей. This aide would shadow the little girl. She would stay close to her. И этот помощник, он все время следит за этой девочкой и помогает. And perhaps provide reminders by pointing to the card. И подсказывает ей, обращает внимание, указывая на эту карточку. And of course, you would already have explored what kind of things motivate this little girl. И, конечно, вот этот помощник уже знает те вещи, которые являются мотивирующими для этой девочки. You might be able to, so you would reinforce her when she's doing this correctly. И ее необходимо поощрять, если она ведет себя правильно. You might allow her to play with another child for 2 minutes, and if she cannot touch, maybe then she gets another minute. То есть, например, вы разрешаете ребенку играть с другим ребенком в течение 2 минут, и если при этом она не пытается потрогать другого ребенка, то вы разрешаете ей поиграть еще минуту. And then if she continues to do well, she gets more time. И если она продолжает хорошо себя вести, то постепенно этот период времени увеличивается. But at the same time, this little girl doesn't understand what the other children are saying, so she needs language therapy. При этом эта девочка не понимает, что ей говорят другие дети, поэтому с ней нужно заниматься развитием речи. And she may need to learn how to play. И также ее надо научить играть. Some children with autism would like to play with other children but don't know how. Многие дети с аутизмом с удовольствием поиграли с другими детьми, но они не знают, как это сделать. So she may need the adult aide to help her to pretend or interact with another child playing a game. И, возможно, помощник в данном случае, взрослый помощник, может помочь ребенку, показать, смоделировать ситуацию и тем самым показать, как можно играть с другим ребенком. So she might, if she learns how to play correctly, then she may feel happier and less likely to touch. И, возможно, если она научится правильно играть, она будет довольна этим, и у нее будет меньше желания потрогать. There have been studies in the United States with regard to teaching preschool children and early elementary school children how to play. В США проводились исследования по обучению детей в подготовительной школе и в начальных классах, обучению их навыкам игры. And there are ways to teach typical children to teach the child with autism how to play. И есть способы,
которые позволяют обычным детям научить детей с аутизмом играть. These are detailed behavioral plans. Это детализированные поведенческие планы, that require a lot of instruction and adult support. которые требуют очень четких инструкций и помощи со стороны взрослых. But they can be successful in helping children develop play skills. Но они могут быть очень эффективными в развитии у детей навыков игры. There is I think, a very nice model for this called integrated play groups. Есть очень интересная модель, достаточно эффективная, которая называется интегрированные группы, игровые группы, integrated play groups. And the author is Pamela Wolfberg. И автор этой работы Pamela Wolfberg. Okay, so I did Denise. И пример, еще один пример, Денис. He has just a few words. У него всего лишь несколько слов. And he is very intellectually disabled. И у него есть умственная отсталость. And he spends a lot of time making movements with his hands or pacing up and down. Он очень много делает движений руками. And then bites himself and bangs his head when he is upset. Бегает туда-сюда и бьет себя, кусает себя, когда он расстроен. So we know his verbal abilities. Мы знаем его ограниченные речевые способности. And his problem-solving abilities. И знаем его низкий уровень умственного развития. But we don't really know how much language he understands or comprehends. Но мы не знаем, как хорошо он понимает, воспринимает речь, то, что мы ему говорим. So we would have to find a way to test that, for example, by asking him to do very simple things and see if he can do these things. И мы можем это проверить путем очень простых заданий, которые ему надо выполнять, когда его просят это сделать. We might devise a way to we might devise a list of things that we want him to understand. Мы можем составить список тех вещей, которые мы хотим, чтобы он понимал. And because he is intellectually disabled, we would make these short phrases or single words. И поскольку мы знаем, что у него есть нарушение в умственном развитии, мы постараемся, чтобы эти фразы, эти инструкции были очень простыми, очень краткими, желательно одно слово. So I would not say to him, Dennis, you finished your lunch, now it is time to wash your hands and sit down. То есть я не буду говорить, Денис, вот ты сейчас покушал, пообедал, и нужно помыть руки и садиться за стол. I would say, wash hands. Я скажу, помой руки. Then when he finished that, I would say, sit down. И после того, как он помыл руки, я скажу, садись. We know he can't understand complicated language. Мы знаем, что он не понимает сложных фраз. Perhaps he makes these stereotyped movements because he's trying to soothe himself. И, возможно, он применяет вот эти стереотипные движения, хаотичные движения для того, чтобы успокоиться. Maybe he gets upset if someone new comes into the classroom. So we would have to determine whether he's getting upset intermittently during the school day. И, возможно, его расстраивает, когда какой-то новый человек заходит в класс. И нам необходимо это понять, может быть, он впадает в это состояние несколько раз в день. Maybe this is causing him to do these movements to calm himself down. И, может быть, именно поэтому он делает эти движения руками для того, чтобы успокоиться. Or maybe he's making these movements because he finds it entertaining and fun. А может быть, он размахивает руками, потому что это его веселит и отвлекает. He will be very limited in his ability to enjoy more complicated things.
потому что у него очень ограниченные возможности, и он не может получать удовольствие от более сложных вещей. The movements in and of themselves do not disturb me. Сами по себе движения, вот эти вот хаотичные, меня не беспокоят. Because it's likely he will always be in a special education or a specialized setting. Потому что, скорее всего, он всегда будет на специальном обучении. The only time I would try to modify those movements is if they're getting in the way of him doing what he needs to do. Единственное, когда я бы постаралась избавиться от этих движений, это если они мешают ему выполнять задания. And in that case, perhaps I would try to introduce new simple reinforcers that he would enjoy. И в таком случае я бы использовала новые, простые виды поощрений для того, чтобы его замотивировать, которые бы ему понравились. Maybe he would like to play with a spinning toy that makes noise. Может быть, ему понравится играть с какой-то игрушечкой, которая крутится и при этом издает звуки. And this is okay because he's very intellectually disabled. И это абсолютно нормально, потому что у него нарушение в умственном развитии. In that situation, we would introduce this toy to him to see if he liked it. И в таком случае мы ему эту игрушку дадим и посмотрим, нравится ли она ему. And then when he began to engage in stereotype movement that was interfering, we would introduce this toy as a reward. И если вдруг он начинает размахивать хаотично руками, и это мешает процессу обучения, то мы используем игрушку. So perhaps he comes into the classroom in the morning, and rather than taking off his coat and hat and mittens, he begins to pace and flap. Например, когда он с утра приходит в класс, вместо того, чтобы раздеться, снять пальто и варежки, он начинает бегать туда-сюда и хлопать руками, размахивать. Perhaps you understand perhaps he will understand. Perhaps you establish a routine for him where he comes into the classroom, takes his hat, coat, and mittens off, and he can play with the little toy for a few minutes. И, возможно, вы сможете организовать для него привычный распорядок дел, когда он приходит сначала в класс, снимает одежду, снимает варежки, верхнюю одежду, и потом садится и играет немножечко с этой игрушкой. So this would help him move through that task quickly. И вот это вот рутинные привычные действия помогут ему быстрее освоить это задание. She has a question right now. У меня вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться на практике с такой ситуацией, когда вы убираете ребенка какие-то самостимулирующие движения, которые казалось вам, что они социально неприемлемы, вы заменяете их гораздо более неприемлемыми стереотипами? So have you encountered a situation when you eliminated self-stimulating behavior that you considered to be socially inappropriate, and instead a child develops another behavior which is even more socially inappropriate than self-stimulating behavior which is even more socially inappropriate than the first. Yes, absolutely, that happens all the time. Да, это очень часто случается. But most often it happens if we have not determined the function of the stimulating behavior to begin with. И это очень часто случается, когда мы неверно определили функцию и значение вот этой аутостимуляции. So if a child helps calm himself down when he's anxious by doing this stimulating behavior, and then we take it away, he becomes anxious again. И когда аутостимуляция используется для того, чтобы успокоиться, и мы вдруг это убираем, то возникает чувство тревоги. And then just develops a new behavior. И появляется другой тип поведения. That's why we have to determine the meaning of this behavior and address his anxiety a different way. Поэтому нам нужно узнать причину этого поведения и попытаться справиться с этим чувством тревоги по-другому. So in this situation, maybe the movements are his way of communicating that
well, his way of calming himself, and he's also communicating that he's anxious. Возможно, в некоторых случаях ребенок использует эти хаотичные движения для того, чтобы успокоиться и дать вам понять, что он взбудоражен. So if this boy is biting himself and banging himself when he is upset, the first thing to do would be to identify the things that make him upset. И если ребенок, когда расстраивается, занимается членовредительством и самоагрессией, то первое, что вы должны сделать, это определить, что его расстроило. And if you would do this, I'm sure his parents and his teachers would know what is causing his upset, or you would observe it. И в такой ситуации в большинстве случаев родители и учителя знают, что приводит ребенка в такое состояние. И вы сможете это легко вычислить путем наблюдения за этим ребенком. Perhaps he gets upset when an unknown adult comes into the classroom. Возможно, его расстраивают незнакомые люди, которые входят в I класс. mean, you could even test that by having an unknown adult come in when he's calm and see what happens. Вы можете это проверить, сделать так, чтобы вошел незнакомый человек, взрослый, в класс, когда ребенок спокоен, и посмотреть, что случится. And then once you determine what are the events that are upsetting him and determine all the conditions that accompany these events, you would see if you could manipulate the conditions. И как только вы определили, что расстраивает ребенка, и те условия, в которых это все происходит, вы имеете возможность изменить условия. I think in a situation like this, it's not going to be possible to reason with him. В данной ситуации невозможно будет убедить его. And it may be very difficult to even teach him to behave differently. И, возможно, даже очень сложно будет его обучить вести себя по-другому. Because he's functioning on a low level. Потому что у него низкий уровень функционирования. He has no frustration tolerance. Он не может терпеть состояние расстройства. And he is impulsive. Фрустрации. И он очень импульсивный. And so these qualities are of a much younger child. И это все качества, присущие ребенку гораздо младшего возраста. With an intensive behavioral plan and analysis, it's possible to modify this kind of behavior. При наличии продуманного и хорошо разработанного поведенческого плана вместе с анализом поведения можно изменить это поведение. But it's very, very challenging and not easily done. Это требует огромной работы, и это очень сложно. I think you need a trained behavioral consultant to work with you on something like this. И вам необходимо работать со специалистом, подготовленным специалистом, для того, чтобы справиться с этой ситуацией. In this kind of a situation, if everybody had tried everything they could think of, I would consider using medication. И в такой ситуации, если уже все другие альтернативные способы были опробованы и они не работают, в таком случае я бы порекомендовала введение медикаментов. But again, only the smallest amount, and only if there was nothing else we could do. Но только в очень небольших дозах и только в том случае, если ничто другое не работает. The medications that are effective have long-term side effects. Потому что сильные лекарства имеют серьезные побочные эффекты. So it is a balancing act. Поэтому очень сложно выбрать правильный путь. I am finishing up, so I will take questions, but I also wanted to identify some good resources for people. Я заканчиваю свою лекцию, ну и здесь вы в конце я бы хотела обратить ваше внимание на те ресурсы, библиографические источники, которые могут быть для вас полезны. The first, we identified the other day that it has been translated into Russian. Первый источник, я уже вчера вам говорила, он переведен на русский язык. I think it's a very good book for helping children learn how to behave and communicate.
И это очень хорошая книга для работы с детьми и обучения их навыкам общения. The second book is a series of lesson plans for discrete trial training. Вторая книга это посвящена работе с детьми и обучению их с помощью метода отдельных блоков для детей. It starts with the simplest tasks and progresses to much more complicated tasks. Это набор разработанных уже уроков, и которые начинаются с простых заданий и постепенно переходят к более сложным заданиям. And the third book is also a book about ABA that I think is really valuable. И третий источник здесь это книга по прикладному анализу поведению ABA, которая мне кажется очень интересной и очень полной. This fourth book is about doing a behavioral assessment that we learned to do today. Последняя книга, здесь указанная, посвящена проведению и организации поведенческого анализа и оценки, о котором мы сегодня говорили. So it's very extensive analysis of how to take apart complicated behavioral problems. И она очень хорошо объясняет, как справляться со сложными проблемными типами поведения. I mentioned at the very beginning of this lecture the Early Start Denver model. В начале лекции я вам говорила о модели Денвера раннего начала, раннего развития. This is a curriculum for teaching toddlers and preschoolers. Это программа обучения детей в младенческом возрасте и в возрасте подготовительной школы. This incorporates ABA principles, but also takes into account all the characteristics of children that we've been talking about today. Она основывается на принципах ABA, но также учитывает все особые характеристики детей, о которых мы сегодня с вами говорили. The second book here is sort of a companion to this first one. Вторая книга здесь дополняет первую. And then finally, this third book is a volume that describes pivotal response treatments. И последняя книга здесь посвящена так называемому pivotal response treatment, о котором мы также говорили. Это еще одна техника в рамках прикладного анализа поведения, которую мы сегодня обсуждали. I mentioned pivotal response treatments as a method of ABA. Лечение главных реакций. Лечение главных реакций – это книга посвящена лечению главных реакций, и я уже об этом вам говорила сегодня. Это одна из методик ABA. But it is not about discrete trials. It is about using the natural play and classroom environment to help children learn. И она отличается от метода обучения отдельными блоками, так как основывается на использовании естественной среды. And this is the one Russian word I've learned. Это единственное слово, которое я знаю по-русски. Thank you. Спасибо.